Продолжаем с вами вязать сумку квадрат. Это вторая часть мастер-класса, где мы с вами поговорим про не менее важную деталь, про ручку, а также уже начнем вязать. О том, когда выйдет следующая часть, читайте в описании. Итак, какой же длины нам все-таки вязать ручку? Напомню вам, что в нашей сумке имеется пройма, и ее также необходимо брать во внимание при расчете непосредственно длины нашей ручки. Итак, напомню, что вот это наша пройма, вот это одна из сторон у нас нашей горловины квадрата. У меня это 15,5 сантиметров. Соответственно, вот эта часть, она будет равна вот этой, также будет 15,5 сантиметров. Обычно в сумках берут ручки длиной от 40 сантиметров и более. Чаще всего это 55-60 сантиметров, при условии, что у нас пройма отсутствует. То есть вот эта вот часть, она абсолютно ровная. Но поскольку у нас пройма, нам ручку необходимо сделать меньше. Схематично я зарисую вам горловину сумки с прямым, без проймы. И вот, допустим, наши ручки, которые составляют у нас 60 сантиметров. Расстояние между этими ручками составляет обычно до 20 сантиметров. И получается у нас, что вот эта вот фигура у нас составляет по окружности 80 до 80 сантиметров. Если ручка 60 сантиметров, то начало сумки, вот такое с ровной горловиной, у вас получится где-то на уровне груди. Вот в этой части. Если вам хочется немножко покороче сделать ручки, то, соответственно, вы просто берете за основу не 60 сантиметров, а меньше. В таком случае, если вы хотите, чтобы ваша сумка квадрат была немножко выше у вас находилась, да, соответственно, берем за полную сумму проймы и длины ручки не 80 сантиметров, ну, например, 70 сантиметров. В своих сумках, когда я их вяжу на заказ, я вяжу ручку не более 30 сантиметров. Вот эту вот часть. По своему опыту скажу, что немножко вязаные ручки, они вытягиваются, и нужно это иметь, брать во внимание. И приступаем непосредственно к вязанию ручки. Ее можно связать двумя способами. Первый вариант — это если вы хотите сразу же связать вместе с полотном. Это будет выглядеть вот так. То есть 2 из 4 полотен будут уже сразу со связанной ручкой. Примерно это будет выглядеть вот так. Я же в своих работах делаю ручку отдельно. Да, то есть я сначала вяжу прямоугольное полотно и отдельно вяжу ручку. Сегодня как раз таки в этом видео я остановлюсь на втором варианте. Если вы хотите вязать первый вариант, вы можете дальше видео уже не смотреть. Так, для вязания нам понадобится непосредственно пряжа. Можно брать абсолютно любую, какая вам нравится, вплоть до того, что обычные нитки. Хлопковые, либо шерсть акрил тоже будет отличный вариант на осенне-зимний период. В моем случае это полиэфирный шнур 3 мм. Большинство своих сумок я выполняю из такого материала. Можно взять рафию, джут, все, что вам угодно. И в зависимости от того, какой материал вы возьмете, вам понадобится самый обычный крючок, подходящий под размер вашей пряжи. И также, если это синтетические волокна, то вам понадобится зажигалка. Я ее показывать не буду, потому что не знаю, как TikTok на нее среагирует. Вот. Ну и, естественно, ножницы. Их тоже показывать не буду. И чтобы нам набрать правильное количество петель на нашу ручку, также нам понравится такой инструмент, как линейка, либо сантиметровая лента. Итак, приступаем. У меня вот кончик этот взлохмачен. И мне его нужно немножечко привести в чувство и опалить. Сделаю я это за кадром. Обжигаю, показываю и скручиваю. Чтобы быстренько, только будьте внимательны, потому что очень горячий материал, когда вы его обожжете. Поэтому будьте осторожны, можно получить ожог. Далее мы оставляем с вами для второго варианта вязания ручек, оставляем сантиметров, ну, 30 это минимум, можно даже и побольше. И приступаем к вязанию наших ручек. Значит, мы делаем с вами начало вязания. Да? Я обычно перекладываю вот таким вот образом.
нити свои, да, вот он свободный конец, вот рабочая нить у меня пошла. То есть крест-накрест у меня сверху свободный конец на крючке, снизу у меня лежит рабочая нить. Делаю вот такую вот петлю и, подхватывая рабочую петлю на крючок, вывожу ее наружу и затягиваем. Все, начало вязания положено. Дальше уже будет просто. И сейчас мы с вами набираем цепочку из воздушных петель, необходимой нам длины. Как я уже сказала, что если бы я вязала полноценную сумку, то у меня бы было это 30 сантиметров. Но поскольку я вяжу вам на видео, и чтобы все помещалось, я, естественно, буду вязать миниатюру, чтобы все помещалось в камеру и было более наглядно и понятно, что происходит у меня в кадре. Потому что если брать большие полотна, ну, элементарно вы не увидите четко, что происходит. Ну, я наберу, например, 10 сантиметров воздушных петель. Как набираются? Вот у нас рабочая петля на крючке. Вы подхватываете рабочую нить и проводите через рабочую петлю. На крючке у вас следующая рабочая петля. Это считается 1. И поехали. 2, 3. Не обязательно считать рабочие петли, потому что мы сейчас с вами ориентируемся на сантиметры. И в этом моменте, когда вы набираете цепочку из воздушных петель, я даже немножко перебрала, когда набираете цепочку из воздушных петель, вы имеете в виду, что петли не должны быть затянуты, и даже немножечко нужно их будет подрастянуть при замере, чтобы корректно потом, чтобы потом ровно получилось у вас полотно. Потому что если вы в начале воздушные петли затянете, столбики, следующий ряд мы будем вязать столбики без накида, и они просто немножко будут расходиться, я имею в виду, будут шире, чем ваши воздушные петли. Соответственно, полотно у вас будет косить, да? То есть у вас вот эта вот часть будет одной длины, и в разные стороны будет основная часть. Вот. Но при этом тоже сильно там свободно вязать не размахивайтесь. Дальше, что я делаю? Мы переворачиваем нашу косичку к себе изнаночной стороной, так, и находим вторую перемычку. Вот она первая сразу после ниточки, да, нашей рабочей, первая. И во вторую мы с вами провязываем столбик без накида. Как провязываем? Подхватываем перемычку, захватываем рабочую нить и выводим. Обратите внимание, как я вывела свои петли. Вот она у меня рабочая петля. Вот это вторая рабочая петля, и она, если мы ее поставим перпендикулярно по высоте, она такая же, да, визуально она длиннее, но по высоте должна быть такая же, как и первая, можно даже и подлиннее. То есть первая она зажатая, вторая очень свободная. Подхватили снова рабочую нить, и через 2 петли мы проводим нашу рабочую нить. Еще раз повторяю, вот перемычка. Подхватываем перемычку, заводим крючок, подцепляем рабочую нить, выводим рабочую петлю вторую, обратите внимание на длину, подхватываем рабочую нить и проводим. Эту петлю я не растягиваю, она у меня всегда плотная, то есть я даже пальцем немножко назад, пальцем левой руки немножко назад ее туда запихиваю. Снова придерживая вот эту вот нить, я крючок завожу снова под следующую перемычку, подхватываю рабочую нить, вытягиваю вторую петлю. Когда мы уже подхватили рабочую нить и начинаем выводить петлю, уже можно палец расслабить, не тянуть. И снова протянули. Вот. И продолжаем так вязать до конца ряда поворотными рядами. Сейчас до конца дойду и покажу, что мы делаем дальше, куда нужно будет провязывать и как переходить на следующий ряд. Вот мы с вами пришли к последней нашей перемычке. Вот она, последняя. Мы ее подхватываем и провязываем точно так же. Провязали. Далее мы делаем с вами воздушную петлю подъема. Через эту петлю мы просто проводим нашу рабочую нить. Сделали. Поворачиваем наше вязание. И смотрим. Нам нужно с вами дальше начать провязывать столбики без накида со второго столбика предыдущего
ряда. Вот он первый, вот второй, вот полупетли второго ряда. И поверну вот так, вот он первый, да, вот это наша петля воздушная, петля подъема. А вот у нас заканчивается первый столбик, это его полупетли, и дальше это полупетли второго столбика. Мы подхватываем 2 полупетли и начинаем вязать. И все. Дальше мы повторяем все то же самое, пока не выполним с вами необходимой толщины ручку. Связали ряд, воздушная петля подъема и поворачиваем, поворотными рядами вяжем. И как завершать сейчас покажу. Как завершаем с вами вязание нашей ручки. Вот это вот моя ручка получилась. С вами делаем воздушную петлю подъема и вытягиваем вот эту нитку тоже примерно на такую же длину, как мы оставили с вами свободный конец. Вытянули и отрезали. Я это сделаю за кадром. И также мы с вами опаливаем кончик. Тоже сделаю за кадром. Опалили и быстренько скрутили. Опять-таки, повторюсь еще раз, будьте аккуратны, это можно обжечься очень сильно. И все, вот наша ручка с вами готова. В следующем видео мы начнем с вами вязать уже полотна и покажу первый вариант вязания ручек. Информация о том, когда выйдет следующее видео, вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр.